Сегодня я буду готовить нежнейший куриный паштет и попутно расскажу, есть ли смысл добавлять коньяк в паштет, чем его можно, кстати, заменить и какую роль играет мускат. Итак, для паштета нам понадобится куриная печенка, филе индейки, сливочное масло, морковь, лук, сливки, коньяк, мускатный орех, молотый перец и соль. А начну я, пожалуй, с нарезки овощей. Знаете, у меня давно уже вошло в привычку, в целях гигиены, оставлять работу с сырым мясом напоследок. Как нарезать овощи, значения не имеет. Это все равно все будет паштет. Но чем мельче нарезать, тем быстрее они приготовятся. Что я и сделаю. Между прочим, смысл добавления овощей кроется не только в улучшении вкуса и более нежной консистенции, но и для сбалансированного питания, чтобы хоть маленько разбавить мясо продуктами растительного происхождения. Овощи также дают сладость паштету, и если вам это не очень нравится, то вместо можно использовать природный заменитель мяса в виде фасоли или чечевицы. Хотя, с другой стороны, чем больше лука и морковки, тем выгоднее паштет. Пассеровать овощи я буду на топленом сале. Оно очень хорошо подойдет к постному мясу, ну и улучшит вкус, конечно. Нажарю до золотистого цвета и добавлю овощного бульона, чисто на глаз, чтобы овощи хорошо потушились и не было хрустящих кусочков в паштете. Пока овощи томятся на медленном огне, я помою грудку индейки, нарежу на кусочки поменьше, чтобы побыстрее приготовилась. Индейку я выбрал чисто из-за вкусовых предпочтений. Другой раз, бывает, делаю с грудинкой. И тоже вкусно, но по-другому. Так, теперь куриная печенка. Ее я тоже сполосну для чистой совести, отделю от жилок и обязательно проверю, что нет остатков желчи, потому что горько тогда будет. Мясо я тоже буду жарить на топленом сале. Жарить все буду по отдельности. Во-первых, просто сразу все не влезет на одну сковородку. Ну а во-вторых, если сразу все вывалить на сковородку, то она резко остынет, и у мяса не образуется такой поджаристой корочки. И из мяса сразу выделится весь сок, и оно уже будет не жариться, а вариться в собственном соку. Печенку жарю до полуготовности с корочкой. И самое время добавить коньяк или любой другой крепкий напиток. А делаю я это для того, чтобы деглазировать прилипшие кусочки мяса к сковородке. А это еще та вкуснятина. Во-вторых, алкоголь помогает объединить вкусы, специй и мяса. Ну и в-третьих, алкоголь как эмульгатор, стабилизатор жиров, чтобы не расслаивались, для более плотной и однородной текстуры паштета. И если что, алкоголь можно заменить простой мучной пассировкой. Так, все готово. И смело могу добавлять сюда индейку, тушеные овощи, сливки пожирнее. Сливки, кстати, приглушают печеночный вкус. Поэтому, если вы, наоборот, любите яркий печеночный вкус, тогда вместо сливок используйте бульон или воду, только в меньшем количестве, так, чтобы чуть дно прикрывало. Не забыть поперчить, посолить, обязательно попробовать. И еще я натру мускатного ореха. И не столько для вкуса, сколько из-за его антиоксидантных и бактерицидных свойств. Попросту паштет не прогоркнет так быстро. Но если вам совсем мускат не нравится, то можно его, конечно, заменить лаврушкой, имбирем, кориандром, облепихой. Теперь я ставлю мясо потомиться. Минут 10-15, может быть. Чтобы наверняка приготовилось полностью. И прямо горячим отправлю в блендер. Но если любите более зернистый паштет, то достаточно будет пропустить через мелкую мясорубку. А вот холодное масло я добавляю уже в самом конце. По мне так вкуснее. Вкус более сливочный получается. И бонусом более быстрое охлаждение паштета, что улучшает микробиологию, сокращая риск развития патогенов. В конце еще раз проверьте на соль и перец. Паштет лучше долго не держать открытым под воздействием внешней среды, поэтому я сразу горячим налью в стеклянную стилизованную банку с зажимом и обязательно потрясу и хорошенько постучу об стол. А смысл этого магического ритуала в том, чтобы по максимуму избавиться от воздушных пузырей, которые окисляют мой паштет. Ну и для закрепления результата сверху положу пару кусочков холодного масла. Оно растает и закупорит паштет от доступа кислорода и попадания конденсата. Дополнительно еще лаврушку сверху, для красоты. И как бонус, он тоже богат фитонцидами и защитит уже само масло от окисления. Еще хочу попробовать просто упаковать в пищевую пленку, чтобы посмотреть, как паштет будет держать форму без ничего. Тоже хорошенько постучу об стол и отправлю в холодильник для стабилизации. И еще я вспомнил, как моя бабушка заворачивала паштет в масло с помощью ткани. Только вместо ткани я буду использовать пищевую пленку. Оберну пиалу и отправлю в морозильник на пару минут.
А тем временем я растоплю масло и добавлю укроп с петрушкой. Это и красиво, и вкусно, и также богато фитонцидами. Теперь я вылью масло и равномерно распределю по сторонам. Оно сразу схватится, и можно заливать паштет. Разровнять его опять, об стол постучать и, конечно, в холод отправить. Тем временем к паштету батон кисленький на кефире сделал. А паштет особо хорош, с чем-то кислым. Так, паштет уже полностью остыл, стабилизировался, и пора приступать к дегустации. Не все так просто. За ночь, вижу, к форме присосался, несмотря на пленку. И чтобы достать оттуда, нужно хорошенько постучать опять его об стол. Паштет в банке, конечно, самый удобный для хранения и употребления. Он только с холодильника, и видно, что масло еще каляное, а паштет под ним сама нежность. И отлично мажется на супер мягкий хлеб. Это именно та консистенция, которой я и добивался. Не совсем паста, а чуть с мелкозернистой такой текстурой. Обожаю паштет, особенно со свежим огурчиком. Хотя соленые к жирному паштету очень к лицу. А вот паштет без упаковки я хотел просто проверить, как он настолько нежный будет держать свою форму. И вижу, никаких проблем с этим нет. Можно спокойно подавать на стол. Единственный минус, что он не защищен ни банкой, ни маслом. И срок хранения, естественно, будет довольно коротким. Ну и напоследок, паштет из пиала в масле с зеленушкой смотрится очень привлекательно. На вкус тоже бесподобно вкусно. Укроп с петрушкой придали такой, знаете, особый шарм и свежесть этому паштету. Паштета получилось много, и часть я заморожу. Он отлично замораживается. Главное размораживать его через холодильник. Конечно, будет заметно небольшое изменение текстуры и вкуса, но несущественное. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и помните, вся соль в деталях. И будет вкусно.